«Я краснею» во многом очень проработанный и интересный мультфильм, который скрывает в себе очень много деталей. Я думаю, по прошлым выпускам на канале вы это поняли. Увидев то, как вам понравилась теория насчет того, что Мэй Ли могла быть 22-й из мультфильма «Душа», я решил показать вам и другие теории и задумки режиссера, чтобы вы могли понять, насколько обширная вселенная в мультфильме. Ведь Pixar никогда не делает свои проекты просто так. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня покажу вам лучшие теории в мультфильме «Я краснею». Поехали! У Эбби есть сестра? Как вы знаете, у всех мультфильмов Pixar есть общие отсылки и пасхалки. Где-то одинаковые предметы одежды, где-то, возможно, журнал или игрушки, которые до этого попадались в других мультфильмах. И все это наталкивает на мысль о том, что все проекты Pixar объединены между собой. Что если у всей анимации студии одна вселенная, просто в разные промежутки времени? Самые внимательные зрители нашли сходство не только в Мэй Ли и в Душе 22, но в ее подружке. Дело в том, что Эбби очень сильно похожа на Бу из мультфильма «Корпорация монстров». Начнем с того, что они обе брюнетки с ровными волосами, обе кореглазые и крайне миловидные. У них у обоих есть любовь к розовому, и они небольшого роста. Но чем дальше мы рассуждаем о сходствах девочек, тем интереснее становится эта теория. Дело в том, что, как мы помним, дверь Бу из Корпорации монстров была с лепесточками цветков. Это была отличительная черта именно ее двери, когда как другие были просто разных тонов и цветовой гаммы. Именно дверь Бу была с цветками. И у Эбби также на ее комбинезоне есть похожий дизайн цветочков. И также из мультфильма мы помним, что Эбби очень любила пушистость или мягкость Мэй Ли в роли панды. То же самое, что и Бу. Бу относилась к Салливану намного лучше, чем к Майклу Вазовски, потому что Салливан был пушистый. Она любила его также трогать. Можно еще предположить, что именно Эбби отвечала за дверь в классе, где панда в роли Мэй Ли собирала деньги у школьников за фото. Теория, по сути, звучит очень связанно, но мое мнение таково, что если и есть связь между этими мультфильмами, Эбби точно не является Бу из Корпорации монстров. Действие мультфильма «Корпорация монстров» происходит в 1999 году. Это мы можем понять из документов, которые есть у Майкла Вазовски. Нам буквально показывают на один кадр их. А события в «Я краснею» происходят в 2002 году, поэтому тут никак не может быть такое, что Бу это Эбби. Другое же дело, что возможно у Эбби есть сестра, и вот это кажется более вероятным. Теория за короткий промежуток так стала популярной, что и режиссер До Миши узнала о ней, и вот что она ответила насчет этой идеи. О да, я это видела. Я видела что-то подобное в ТикТок. Я не хочу портить теории заговора людей, расследования, так скажем, кроличьей норы, потому что это всегда супер весело. Но Эбби не старше Бу, к сожалению. Вы знаете, они могут быть связаны. Я вижу сходство с волосами. Это круто. Я поддерживаю это, сказала До Миши. Так что, к сожалению, теория фанатов не подтвердилась, и нам остается лишь гадать. Все-таки не будем забывать, что До Миши сказала, что они могут быть связаны. Вот такая интересная теория. Ты оборотень? Нет, что? Она красная панда. Круть. Ты такая пушистая, такая пушистая. Я всегда хотела хвост. При. «Я краснею» про парней или у Мэй Ли есть брат? На самом деле До Миши, режиссер, дает очень много интервью, и в одном из них она говорит о том, что изначально мультфильм «Я краснею» совершенно иначе подразумевался. Были совсем другие наработки и сценарий, и только потом его переделали под концепцию, которая была в оригинальном мультфильме. На самом деле у Мэй Ли должен быть двоюродный брат, Лео, который также умеет превращаться в панду. На первых арт-сценах и раскадровке мы даже можем видеть их конфликты как брата и сестры. Мэй Ли бегает за своим братом, пытается ему, так скажем, подраться с ним и так далее, они шкодничают. Но концовка так или иначе должна быть между Мэй Ли и ее мамой. Сама До Миши, повторюсь, режиссер данного мультфильма, сказала, что история появления Лео и то, что потом его убрали, была в большей мере случайной. Возможно, решили его хулиганство передать другому персонажу из мультфильма, Тайлеру, но это не больше, чем мое предположение. Финальный фильм фокусируется на важности здоровой, поддерживающей женской дружбы и семейных отношений, но зато вы теперь знаете, что мультфильм поначалу был совершенно другим. Может ли быть вторая часть «Я краснею»? История мультфильма во многом связана между дочерью и мамой, но также затрагивает большой этап развития переходного возраста у девочек. Скорее всего, учитывая все наработки, мы можем видеть что-то подобное и о мужской роли взросления. Допустим, если нам покажут семью, где духом будут владеть не женщины, а наоборот, родословная мужчин в семье. Есть много артов, которые связаны с наработками мультфильма, но есть один, на котором изображен мужчина возле духов панд, что возможно могла быть такая же история, как у дальней родственницы Мэй Ли, только среди мужчин. Но пока это все ходит на уровне слухов и теорий зрителей о мультфильме. Поэтому пока о правдивой истории и о продолжении говорить нам не приходится. Это все одни лишь теории и слухи. Но со временем
наша семья перебралась в новый свет, и благословение стало неудобством. Тайлер любит Мэй Ли, и сюжеты мультфильма Тайлер запомнился нам как парень, который вечно хулиганил и старался подкалывать Мэй Ли во всем. Но было ли это приставание с симпатией? Тайлер 13-летний ребенок, который еще не знает, как совладать со своими эмоциями, и, быть может, просто из-за симпатии к Мэй он решает всячески ее бесить и доводить. Это, так скажем, его метод привлечения ее внимания к себе. Потом, уже поняв, что такие методы лишь злят ее, он решает устроить вечеринку, где главным гостем опять же таки будет Мэй, но в образе панды. Когда Мэй говорит с девчонками насчет билетов в Квартаун, Тайлер вполне мог подслушать их разговор и таким образом понять, насколько им важно попасть на этот концерт. Лишь поэтому в конце, точно будучи уверенным, что девчонки посетят этот концерт, на встречу приходит и Тайлер, и они якобы случайным образом его замечают. Хотя вполне возможно, что это он мог сам в толпе начать их искать и потом сделать вид, что, мол, был какой-то случайный взгляд. Конечно, учитывая, как Тайлер себя ведет весь мультфильм, слабо верится в то, что под конец его цели могли быть другими, чем просто издевательство над Мэй Ли. Но могу вам сказать, что такое вполне возможно. Он ощутил привязанность к Мэй, но еще не знает, как на это реагировать, и лишь под конец мультфильма понимает, что лучше не просто дразнить и хулиганить над ней, а лучше стать частью ее интересов, и тогда, возможно, он ей тоже понравится. Это очень интересная теория, которая, скорее всего, могла быть реализована в мультфильме, но аккуратно, поэтому я и сам не сразу до этого дошел. Что за Тайлер? Я его не знаю. Ты тоже фортаунец? Нет, хватит! «Я краснею» довольно интересный мультфильм, который оставляет после себя много размышлений, но он неоднозначный и довольно своеобразный, поэтому по нему каждый день строится у фанатов сотни разных теорий. Но я нашел лучшие, которые вполне имеют вес во вселенной мультфильма. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Также, ребята, у меня есть два канала. На одном я делаю разборы кино и сериалов, а на втором прохожу игры Диснея. Зайдите, гляньте, вдруг вам что-то понравится. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока.